сегодня разработчики прям расщедрились и выпустили обновление почти на 1,5 гигабайта. Что же там такого добавили и какие секреты оно хранит? Будем разбираться, так что приготовились внимательно слушать. Смотрим спонсора и погнали. А можно ли бесплатно получить нож? Конечно да, и только на Epic Drop. Ведь там проходит летняя операция, в которой нужно выполнять несложные задания, зарабатывая очки, тем самым продвигаясь по уровням, каждый из которых хранит в себе приз. На 15-м можно получить тайный АВП или перчатки, а уже на последнем вожделенный нож. И все это приключение стоит каких-то 500 рублей. Но по моей ссылочке в описании вы получите ее совершенно бесплатно. И в операции, кстати, появился новый режим Chicken Run, в котором можно выбивать различные призы каждые 6 минут. И все, что от вас требуется, это отвести бедную курочку в безопасное место, уворачиваясь от пуль. Заинтриговал? Тогда бегом по ссылочке в описании. Ну что же, разумеется, благодаря обновлению, которое разработчики выпустили в конце прошлой недели, мы по сути получили сегодняшнее. Так как в выходные полировать видоизмененные карты Ancient и Shoots никто и не собирался. Но давайте к сути. На карте Ancient вернули прежние украшения на крыше УКТ спавна, вернули возможность простреливать фанеру в пещере, обновили дневные звуки и пофиксили баг, из-за которого предметы, выброшенные игроком, застревали за кучей мусора на Т-базе около Б. Ну и на двух картах, это Shoots и соответственно Ancient, поправили клиппинг, то есть места, где игрок мог застрять. Ну а исходя из кода игры, они в целом изменили поведение коллизии при столкновении с игроком, что по сути должно отразиться и на других картах в лучшую сторону. Хотя все мы знаем, Valve может стать и хуже. Также помимо карт у нас есть и другие изменения. Исправили ситуацию, когда нож оставлял сухой след пореза на мокрой поверхности. Также пофиксили баг, из-за которого при зажатии кнопки выстрела перед перерождением ломалось визуальное поведение самого выстрела. И выглядело это так, словно вы из пистолета стреляете как из автомата. Далее улучшили поддержку нестандартных соотношений сторон экрана и починили полноэкранный режим в окне, теперь он растягивается на весь экран монитора. Исправили также некорректное поведение мыши на Linux и добавили различные улучшения стабильности игры. Ну а из скрытых же файлов мы можем узнать только то, что разработчики начали процесс переноса анимации от третьего лица на новую систему Animgraph 2. По всей видимости, они во избежание критичных багов решили делать это постепенно. Напоминаю, что полный переход должен был завершиться еще в начале прошлой недели. Но исходя из того, сколько тестов они проводили в закрытых ветках, им пришлось, по моему мнению, выложить ночные карты, чего они явно так рано не собирались делать. Ну а на этом в принципе все. И поверьте, несмотря на то, что обновление достаточно скудное, неделя обещает быть интересной. Всем огромнейшее спасибо за просмотр, всем пока и удачи!